добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на сентябрь 2024 года. Да, дорогие, первый осенний месяц, мы начинаем его кто-то ярко, кто-то в легкости, кто-то очень быстро, кто-то напряженно. У всех лето было разным. Все еще зависит, естественно, от декады, в которой вы находитесь. Если вы родились в первой декаде, то это майские близнецы, близнецы второй декады, те, кто родился с 1 по 10 июня, и близнецы третьей декады, кто родился с 11 июня и до знака зодиака Рак. Итак, дорогие друзья, естественно, буду говорить по декадам, на кого этот период больше всего повлияет, затронет и тому подобное. И здесь история однозначно каждому по силам, и не у всех пришло время. Поэтому если я про какую-то декаду особо не выделяю, значит, она у вас не будет такой очень сложной, напряженной. Поэтому поехали, дорогие, присаживайтесь поудобнее, сейчас все расскажу. Итак, сентябрь у нас начинается с такой очень интересной истории. У нас на самом-то деле разворачивается Уран, уходит в ретроградное движение с 1 сентября по конец января 2025 года. Поэтому здесь первая неделя сентября, я бы так сказала, она будет достаточно смазанной, быстрой, неординарной, неоднозначной. Прочувствуют эту историю близнецы. Первая декада, вот те, кто родился на стыке прям с тельцами, вот прям рядышком, да, первые несколько денечков. Здесь будет еще история у нас, что Уран в квадратуре с Меркурием, Меркурий во Льве, и эта история, когда вообще очень сложно заниматься чем-то обычным, рутинным, нормальным, заставлять себя трудиться, заставлять что-то там себе делать. История вообще не про такую, я бы сказала, сложную учебу, вхождение в график, да, зато получится хорошо экстраординарные проекты, что-то новое, что-то необычное, или работа над ошибками своими прошлых проектов, задач, реализация в работе действий, которые вы уже делали, но как-то у вас они не получились, получится поднять их на новый уровень. Прекрасно, хорошо. Публичная деятельность, выступления тоже в этот момент будет хорошо, вас будут все хорошо, ярко слушать, интересно, сложные знания тоже будут доходить до людей, но вот какая-то вот такая работа, которая связана с усидчивостью, сидеть, монотонно что-то делать, будет даваться сложно, поэтому здесь запаситесь терпением, да? Не требуйте от детей сразу жесткого вхождения в график, в работу, от коллег то же самое, этого не ждите, эта история, эмоция придет как минимум на второй неделе. С 10 сентября у нас и уже и Уран откатится, мы уже перейдем вот этот момент перехода, и у нас уже Меркурий перейдет в Деву, и станет здесь, я бы так сказала, полегче история с восприятием знаний, сложных знаний, хоть и близнецам первой декады эта история будет сложная. Близнецам третьей декады эта история будет очень даже хорошо, прям жило, потому что у нас еще и Меркурий будет здесь как раз-таки в оппозиции с Сатурном. То есть вторая и третья неделя очень прекрасны там для работы, для пахоты, для трудов. Именно близнецам третьей декады, близнецы первой декады скажут, ну почему так трудно? Да, будет немножко трудновато входить, но, ребята, а что делать, да? Еще скажу, что у нас 2 сентября у нас новолуние, на самом-то деле новолуние у нас будет в Деве, и Солнце будет в этот момент в оппозиции с Сатурном. Скажу так, что эта история будет очень классно. То есть если оценивать весь лунный цикл, да, вот как любят все делать астрологи, то есть по новолунию рассказывать, каким будет месяц, да, но я не скажу, что он весь месяц будет прям четко таким, да, я бы разделила сентябрь все-таки напополам, потому что этот сентябрь у нас делится вот временем до коридора затмений и после, да. И уже за несколько денечков до коридора затмения мы, конечно, будем очень сильно эмоционально чувствовать вот это напряжение. И очень сильно буду чувствовать это напряжение близнецы именно второй декады, да. Поэтому у нас новолуние в Деве 2-3 сентября будет Солнце в оппозиции с Сатурном. И я бы сказала, что здесь хорошее время потрудиться. Потрудиться эмоционально, потрудиться физически. Вообще, в принципе, здесь история связана с
преодолением внутренних своих барьеров, трудностей и нелюбовь к труду. Да, здесь не обязательно идти лопатой кидать, да, для того, чтобы что-то достичь, преодолеть. Нет, здесь именно настроить себя эмоционально на историю, связанную с достижением своего социального статуса. Да, мы входим в осень, и я бы так сказала, что она будет достаточно мощная, но то, как мы проживем октябрь и ноябрь, будет зависеть от прожитого сентября. Первые 2 недели сентября, они будут эмоционально сложные. Трудности будут именно влиться в этот график, замотивировать себя, заставить себя что-то делать, что мы не любим. Да? И вот насколько мы очень много сложных моментов переживем, переработаем себе в первых 2 неделях сентября, хотя первая неделя сентября, она будет такой достаточно, мы вообще об этом не захотим задумываться. Захочется быть ветреными, захочется быть тусовочными, захочется пообщаться с друзьями. Здесь еще и Марс будет до 5 сентября у нас в Близнецах, поэтому захочется, конечно же, потусоваться, пообщаться, коммуницировать, но вот здесь вообще не про усидчивость, да. Со 2 недели сентября у нас, конечно, Марс уже будет в Раке, Меркурий с 10 сентября перейдет в Деву, и начнет сходиться оппозиция Меркурий-Сатурн. Здесь история, конечно же, трудиться на 2 недели у нас будет вот эта оппозиция рабочая, да, до самого лунного затмения начнется коридор затмений. И скажу так, что когда у нас начнется коридор затмения, у нас уже будет Солнце в оппозиции с Нептуном. И здесь бы вот не перейти вот в это самобичевание, депрессивное состояние, когда мы сами себя готовы загнать в какие-то моменты, что у нас не получается, что мы плохой специалист, что мы вот не получилось, у нас не срослось. Не потому что, ребят, как-то вот скажу вам, мы люди плохие. Нет, очень часто в нашу жизнь входят события для того, чтобы нас взбодрить. Для Близнецов же скажу, что момент и коридора затмений, и сентября при вложенном эмоциональном, я бы так сказала, эмоциональной настойчивости, понимании, что вот сейчас будет вот как-то вот трудно, страшновато, но мы вот это переборем, и будет у нас хорошо, сложится очень хорошо с точки зрения реализации кармических задач. У Близнецов получится преодолеть свои страхи, преодолеть свои волнения. Здесь еще не забываем, что Юпитер идет как раз-таки по Близнецам, и здесь, если у вас такой философский подход по жизни, да, если у вас такой научный подход по жизни, вы любите вот смотреть дальше обычной, обыденной жизни в глобальном плане, тогда будет легче, то есть вы будете понимать глобальный замысел, да, то здесь история того, что получится очень даже хорошо, да. Скажу так, что Близнецов будет меньше всего колбасить в этом сентябре, если уж вот на чистоту, да, но здесь нужно эмоционально понимать, что месяц такой на качелях. Конечно же, получится очень хорошо, и даже вот начнется коридор затмений, получится и реализовать себя. 2 неделя вообще сентября у Близнецов очень хорошая, удачная по финансам, по учебе, по реализации. Получится очень много и навыков развить, и обучиться, и договориться, и в отношениях получится хорошо урегулировать конфликты. Здесь, ребят, понимаете, что у нас с 23 сентября, если мы говорим про отношения, Венера уходит из легких таких весов, да, уходит в Скорпион, и здесь будет уже такое сложноватая история во взаимоотношениях. Не ругайтесь, не пылите, я бы так сказала, не усложняйте свою жизнь, тогда все будет хорошо. С точки зрения работы, с точки зрения эмоциональной составляющей, я, наверное, выделю сентябрь, 2 неделя и 1. Это как моменты, когда будет сложно настроить себя на рабочий лад. С точки зрения только этого. Но если вы себя замотивируете, если вы себе выстроите планы и начнете хотя бы по чуть-чуть выполнять все те вопросики, которые связаны у вас со страхами, да, то есть вы понимаете, что вы не идете в работу, в большой бизнес, в реализацию, только потому что вам страшно, только потому что вы боитесь там что-то потерять, вот эту историю четко поймите
И начните по чуть-чуть туда шагать. Будет хорошо на самом-то деле, потому что у вас даже история прохождения со страхами будет даваться легче, чем другим знакам зодиака. Поэтому здесь, дорогие мои любимые близнецы, не тратьте время попросту, реализуйте все, что хочется. И скажу еще так, у нас сентябрь вообще очень хорошее время для близнецов, как раз таки первой декады. Здесь Плутон делает классный, шикарный тренд, здесь работа, бизнес, финансы, профессионализм, прекрасное время. Даже Венера здесь будет в квадратуре с Плутоном, прекрасное время для того, чтобы заработать деньги. И заработать деньги очень мощно и хорошо. Но для того, чтобы во второй половине месяца это сделать, нужно, я бы так сказала, вот в первых 2 неделях сентября себя прям настроить, поработать, продуктивность, активность, мощь. И я не скажу, что у близнецов вообще, в принципе, 1, 2 или 3 декады этот сентябрь будет сложный. Если вы не будете смотреть на других людей и впадать вот в их какое-то состояние, да, вот такое, будете своей жизнью жить, да, поддержка близких, это, конечно же, очень хорошо. Здесь важна именно как раз-таки поддержка в плане того, что мотивировать, да, подставить плечо. Будет очень хорошо в плане того, чтобы кого-то поддержать. Но не утопайте в депрессивных состояниях своих близких, растите, реализуйтесь. И вот 1, 2 неделя сентября, чем больше вы, я бы так сказала, зарекомендуете себя на работе, в учебе в том числе, в том коллективе, где вы есть, это поможет вам очень хорошо развиваться. Потому что, еще раз говорю, у нас осень будет зависеть, то есть октябрь и ноябрь, от сентября. Постарайтесь как можно больше сделать с точки зрения продвижения. 1 неделя, вот прям что-то зарекомендовать себе неординарно, даже запустить проекты какие-то новые, реализовать свои новые навыки, все то, что вы обучались, все то, что у вас получалось когда-то хорошо, но вы забыли, да, то есть хорошо забытое старое, все то, что вы когда-то пытались сделать, опять же, еще раз повторюсь, то же самое публичное выступление, это все очень даже хорошо. 2 неделя сентября получится очень хорошо продвинуться в этом. Ну и, конечно же, 3, 4 неделя сентября, несмотря на то, что это уходящий лунный цикл, несмотря на то, что это коридор затмений, но все вложенные усилия в первой половине сентября хорошо окупятся и перейдут в прекрасную финансовую составляющую, выгоду, получение публичности, в том числе получение финансовых выхлопов. Это, конечно же, 2 половина сентября для близнецов вообще будет хорошо. Но еще раз хочу сказать, здесь нужно не полениться. Лени будет очень много, особенно придет коридор затмений. Коридор затмений у нас будет, начнется с лунного затмения 18 сентября. Здесь у нас Луна будет в соединении с Нептуном. И в этот момент я хочу сказать, что это хорошее на самом-то деле положение для близнецов, но история здесь про то, что захочется залениться. Вот все те, кто заленятся, пропустят это хорошее, приятное время для работы, для реализации, для получения плюшек. Если не заленитесь, подниметесь как раз-таки вот в своих глазах на ступеньку выше, это будет очень классно. Но для этого нужно прям вот с начала сентября сесть и составить план. Его будет сделать на ретроградном Уране, на его развороте максимально сложно. Вот прям реально максимально сложно будет ощущение вот этого аврала. Поэтому, собственно, берите прям вот и сразу с просмотра этого видео создавайте себе вот этот план для того, чтобы получилось очень хорошо, продуктивно и классно. Скажу еще раз, если подводить итоги, да, месяц будет не столько физической пахоты, сколько эмоциональное преодоление трудностей, да, смотреть, заглянуть своим страхом в глаза. Заглядывайте своим страхом в глазах, это всего лишь страхи, это всего лишь наши какие-то детские эмоции, переженные раньше. Но мы сейчас уже находимся в другом этапе своей жизни, мы хотим большего. И вот честно, напишите себе вот в это новолуние 2 сентября, чего вы честно хотите от этой жизни, да, что вы хотите реализовать. Поймите, сколько вам туда нужно будет вложить сил эмоциональных, физических, сколько сил себя замотивировать для того, чтобы достичь всего того, что вы хотите.
Будете говорить мне, что какой-то сентябрь, он достигаторский. Ну, как угодно, ребят, но жизнь, она вот такая, аспекты здесь у меня в астропроцессоре такие. Не могу сказать, что можно весь месяц ничего не делать и будет потом осенью хорошо. Да нет же, ребят, чем больше сложностей эмоциональных пройдете сейчас, тем вот классный будет с задачей и октябрь, и ноябрь. И я хочу сказать, что максимально вложить в себя мотивацию первые 2 недели поможет, в принципе, и спорт, йога, релаксация, плавание. Очень хорошо получится, бег. Делайте, внедряйте. Понимаете, что вам нужно для мотивации, и встретитесь с друзьями, кто вас мотивирует, те люди, для того, чтобы начать прямо с сентября таки классненько, планомерненько входить в эту осень. Осенние гороскопы выйдут сразу после сентябрьских. Я желаю вам классной осени, потрясающего сентября. Пусть он у вас будет не просто эмоционально классным, но еще и финансово прибыльным. Дорогие мои близнецы, я с вами прощаюсь до следующего видео. И оставляйте вопросы в комментариях, я на них обязательно отвечу. Классного вам месяца и увидимся в следующем ролике. Пока-пока.